Я часто слышу одну опасную фразу. Звучит она примерно так. У нас куплено два топовых All-Flash массива. Они стоят в разных дата-центрах и связаны темной оптикой. У нас настроена синхронная репликация. РПУ равен нулю. Бэкапы нам не нужны. Мы полностью защищены. И это фундаментальное архитектурное заблуждение, которое может стоить компании бизнеса. Подмена понятий создает иллюзию безопасности. Эта иллюзия разбивается вдребезги. Хватит одной ошибки администратора или атаки вредоносного кода. Давайте проведем инженерный анализ. Мы посмотрим, что такое синхронная репликация. Выясним, почему контроллеры СХД не видят разницы между легитимной транзакцией и шифрованием. Разберем информационную энтропию и математику программ-вымогателей. И самое главное, поймем, почему для защиты ваших данных в 2026 году вам нужен жесткий воздушный зазор и изолированные чистые комнаты. Давайте сразу разберем понятие. Аварийное восстановление или disaster recovery – это тактика. Это спасение серверов и сетей после критической аппаратной аварии в ЦОД. Или, например, экскаватор порвал оптику. Метрика здесь скорость переключения. А вот защита данных или data protection – это другое. Это гарантия исторической неизменяемости информации. Мировая статистика неумолима. Из тех компаний, кто путает эти понятия, 80% закрываются. Бизнес живет максимум 1,5 года после сбоя. Начнем с синхронной репликации. Как она работает? СХД подтверждает запись только после того, как и удаленный массив подтвердил запись. Это дает нам заветный нулевой РПУ. Мы не теряем ни байта, но скорость света в оптоволокне ограничена. На каждые 160 км мы получаем около 1 миллисекунды задержки. Если дата-центры будут разнесены на 1000 км, задержка парализует работу баз данных и придется переходить на асинхронную репликацию, теряя нулевой РПО. Но главный недостаток репликации кроется в ее главном плюсе – мгновенности. Репликация – это не просто транспортный механизм, у нее нет семантического понимания данных. Если уставший администратор по ошибке делает drop double space или database, а может вредоносный код начинает перезаписывать ваши файлы, для контроллера SHD это просто поток операций ввода-вывода. Вредоносные изменения транслируются мгновенно, задержка около нуля. Резервный массив принимает этот удар. Инструмент, созданный для спасения бизнеса, становится транспортом по доставке вредоносного кода на резервную площадку. И вы теряете оба дата-центра одновременно. Да, вендоры SHD пытаются с этим бороться. Первое – это safeguarded copy или неизменяемые снапшоты. Но у инженера есть права суперадмин. Он может изменить системное время на контроллере. Отсутствие multi-admin verification сводит защиту на нет. Технология не спасет от действий персонала. Второе – внедряет машинное обучение или анализ информационной энтропии прямо в контроллеры. Идея в том, что обычные данные хорошо сжимаются, а зашифрованные данные обладают максимальной энтропией. Они выглядят как случайный шум, и степень сжатия падает до нуля. SHD использует критерий χ² для математической оценки этого шума и пытается заблокировать запись. Но злоумышленники тоже не стоят на месте. Появилось прерывистое шифрование, когда шифруется только n-ный блок. Появилось разделение энтропии, когда шифрованные блоки искусственно разбавляются нулями. Вредоносный код маскируется под обычный сжатый трафик. Если полиморфный вредный код обходит датчики первичной SHD, синхронная репликация послушно выведет из строя ваш резервный ЦОД. Почему-то мне начинают в такой момент говорить, есть непрерывная защита данных, CDP, можно откатиться на любую секунду назад. Да, CDP перехватывает его в транзите. Это выдающийся инструмент для быстрого переключения. Но у них есть фатальный недостаток – глубина ретроспективы. Специфика современных целевых атак – это dwell time, или время скрытого присутствия. Злоумышленники могут сидеть в вашей сети полгода, изучать ее. И только потом запустить процесс шифрования.
Журнал CDP не хранит данные месяцами, он съест всю емкость. Оперативная память идет на индексы. Оптимально ограничивать его 7 днями. Хранить месячный архив на дорогущем флеш-массиве – это экономический абсурд. Более того, если злоумышленник или сбой разрушит метаданные контроллера SHD, все ваши журналы CDP исчезнут вместе с основными томами. Чтобы выжить, вам нужен непреодолимый физический или логический барьер. Иммунотабельность – это парадигма ворм, запись однократная, чтение многократное. И вот здесь кроется ключевой момент. Вы не можете наложить жесткие политики ворм. Активный реплицируемый лун это не позволит. Как только вы запретите изменение блоков, синхронная репликация прервется, а сервер не получит подтверждения записи, и продуктивная база данных встанет. Истинная неизменяемость возможна только в отчуждаемом резервном копировании. Когда вы пишете архив в облачной S3 с включенным протоколом Object Locked в режиме Compliance, данные застывают. Их не удалит вредоносный код, не удалит операционная система, и даже главный администратор бессилен до конца срока хранения. Протокол просто отвергнет IP-запросы на удаление. Подчеркну, именно облачный S3, локальный S3 уязвим перед злоумышленником или админом. Они могут зайти в консоль и просто удалить RAID-группу. В 2026 году золотой стандарт архитектуры – это правило 3.2.1.1.0. 3 копии, 2 разных типа носителей, 1 копия вне площадки. Вторая 1 – это гарантированный воздушный зазор или облачный S3 Object Locked. И 0 ошибок при восстановлении, что требует ежедневного автоматизирования тестирования бэкапов изолированной песочницы. Но просто найти незашифрованную резервную копию двухмесячной давности мало. Вы устанавливаете данные в рабочую сеть, скрытый вредоносный код активируется снова. Вы получаете повторное шифрование инфраструктуры. Простое восстановление с резервной копией не дает вам инструментов для проверки цифровой гигиены. Вам нужна концепция Clean Room Recovery. Чистая комната – это минимально жизнеспособная среда восстановления, аппаратная, стиловым образом изолированная от скомпрометированного продакшена. Внутри этой комнаты проводят так называемую форензику. Инструментарий сканирования в современных бэкапах ушел далеко вперед от простых антивирусов. Сигнатурный анализ бесполезен против атак нулевого дня или полиморфов, поэтому делают следующие шаги. Первое – интеграция Яра правил прямо в процесс монтирования. Система ищет поведенческие паттерны в каждом блоке. Второе – продвинутый форензик-анализаторы конфигураций, вроде Tor. Они загружают кусты реестра ОС и логи из выключенной копии. Ищут скрытые веб-шеллы и бэкторы. Третье – Full Content Analytic. Система машинного обучения распаковывает весь архив внутри хранилища. Они ищут аномалии в базах данных с точностью 99%. Ни один из этих сложнейших эвристических процессов технически невозможен на живом, постоянно изменяемом, реплицируемом томе. Вам нужен статический и неизменяемый срез данных. Подведем итог. Синхронная репликация – это великолепный инженерный совершенный механизм отказоустойчивости. Она обязана применяться для систем Mission Critical. Она спасет биллинг при падении сервера или при сбое на коммутаторе и тому подобном. Но репликация – это не защита данных. Это высокоскоростной транспорт, который с радостью доставит вредоносный код в ваш резервный ЦОД. Правильно, корпоративная инфраструктура всегда гибридная. Поверх высокой доступности лежит железобетонный слой резервного копирования. Он изолирован воздушным зазором, защищен вором и готов к проверке в чистой комнате. Только так логическая ошибка или кибератака трансформируется из банкротства компании в контролируемый инцидент. Не подменяйте понятия при проектировании, стройте непреодолимые барьеры. Увидимся.